Привет, друзья! Прежде чем я начну свое вещание о главном, хотел бы поблагодарить всех вас и весь креаторский цех за поддержку и веру в мой канал и мое творчество. На днях удалось преодолеть отметку в 1000 подписчиков, и для моего скромного монстрического канала это прям вау успех. Да что скрывать, Ironhide даже выпустили персональную карту в Kingdom Rush Battles. Шучу, конечно. Очень надеюсь, что пока записываю данное видео, отката не будет, а то окажется, что я обычный балабол и всех вас обманул. В любом случае, как я и обещал, сейчас заканчиваю работу над прохождением элитных уровней Kingdom Rush Reborn Mod, только лучниками. Дописываю сценарий и буду садиться за монтаж. Сразу скажу, это было капец как непросто, но безумно весело. Работу планирую закончить в ближайшее время и сразу закину на оценку публики. Ну а теперь к свеженькому. В Kingdom Rush Battles продолжается сезон Хаммерхолда. За последний месяц публике был представлен Король Малик, эксклюзивная премиальная карта, которую получить можно было только лишь за донат, купив элитный королевский пропуск. Но главное, в игру добавили эпический форт арбалетчиков, баннер прошлого сезона, который можно было получить гарантом за 40 свитков, ну или если повезет, выбить уже в первой же крутке. И на самом деле эта башня действительно топового уровня. Идеально подходит под любой тип колоды и стиль игры. Кстати, в этом сезоне будет реран, и новым баннером станут сумеречные длиннолучники. Поэтому, кто не успел заполучить карту в первый раз, будет шанс исправить эту жутчайшую несправедливость. Тогда при чем тут Хаммерхолд, спросишь ты? Новой премиальной картой второго сезона королевского пропуска станет огромная глубокая яма, в которой обитает древний песчаный червь. Вокруг нее десятки отпрысков, что передвигаются под землей, готовые раскрыть свои рты под ногами ничего не подозревающих жертв. Встречайте, прямиком из Ведженса вечно голодное убежище песчаного червя. Помимо новой легендарной башни, в игру будут добавлены новые игровые титулы и свежая косметика для подчеркивания оригинальности твоего игрового профиля в виде прикольных аватарок, веселых эмодзи и ярких баннеров. Новинкой также станет свежий ивент в виде сезонного разлома. Это совершенно новая система призыва, работающая параллельно с уже знакомым нам классическим призывом, где можно будет заполучить ту самую сезонную премиальную карту платинового пропуска, например, того же песчаного червя. В данном режиме будет использоваться новая внутриигровая валюта – сезонные кристаллы. Все работает по стандарту. Собираем сезонные кристаллы и играем в рулетку. Только на этот раз для получения гаранта необходимо будет потратить 120 блестяшек. Сами сезонные кристаллы начисляются за прохождение королевского пропуска, в том числе и бесплатного. С одной стороны, это очень круто, так как теперь карта премиум сегмента не привязана к донатной системе игры и заполучить сможет каждый желающий. С другой стороны, чтобы заработать нужное количество кристаллов, придется долго и нудно гриндить для прохождения сезонного билета. Хорошо это или плохо, решать тебе. Ну а теперь предлагаю немного поговорить о хорошо знакомой ветеранам игровой франшизы, любителям Kingdom Rush Vengeance, в частности DLC Hammerhold, легендарной артиллерийской башне, готовой поглотить любого врага или же зазевавшегося союзного юнита, убежище песчаного червя. Сразу скажу, башня далеко не дешевая. Стоимость постройки самой башни составляет 120 монет. Чтобы вкачать на второй уровень, необходимо будет раскошелиться на 215 золота. Ну а чтобы довести дело до конца, надо будет отдать 320 монет. Но поверьте, оно того стоит. И сейчас расскажу почему. Наш прожорливый червячок имеет две пассивных способности. Усталость захватчика, снижая скорость движения врагов, и полезная оптимизация, увеличивая радиус действия заклинаний. Базовая атака башни наносит артиллерийский урон по области. Способ атаки заключается в создании наземных шипов в определенной области, после чего они исчезают. Каждый шипастый ореол наносит урон находящимся в ней врагам. Приоритет при создании области отдается зоне с наибольшим количеством врагов в радиусе действия башни. Но самое интересное, общий урон от нескольких таких башен суммируется.
Помимо этого, есть еще одна пассивная способность – пустынный голод. Каждая базовая атака башни имеет шанс увеличить площадь поражения и, соответственно, наносимый урон. Обычные шипы становятся намного больше и мощнее. Одной из моих любимейших способок башни является время перекуса. Песчаный червь уходит под землю и через несколько секунд появляется, мгновенно пожирая всех юнитов, как вражеских, так и союзных по всей области поражения. Для активации требуется как минимум две цели. Атака всегда нацелена на область с наибольшим общим количеством здоровья врагов в пределах досягаемости башни. Данный навык можно активировать, нажав кнопку в быстром меню башни. При этом в момент активности навыка башня подсвечивается. Еще один довольно коварный саботажный навык – зов пустыни. Песчаный червь выплевывает фиолетовые слизистые шарики на сторону соперника, порождая двух песчаных монстров. Дюнные монстры передвигаются под землей, что делает их неуязвимыми для большинства атак. Они появляются лишь при контакте с юнитами, которые их блокируют. И последний, но также довольно полезный навык – страх и отвращение. Песчаный червь создает пугающий рев, накладывая эффект страха на всех врагов в радиусе действия башни. Для активации требуется как минимум две цели. Враги, находящиеся под действием страха, отступают по пути движения. Данный навык действует в том числе и на летающих врагов, но игнорируется боссами. Как по мне, довольно интересная и стоящая внимания новинка. Но главное, пусть и не в полной мере, но все же разрабы прислушиваются к мнению игрового сообщества, учитывают пожелания и делают соответствующие выводы. Как, например, та же доступность премиальных карт без доната или же возможность открыть башню платинового пропуска уже на 14 уровне, а не как в прошлом сезоне на 100. Ну а на этом, друзья, я буду прощаться. Берегите себя и да пребудет с вами сила. Всех обнял.